Итальянская философия. Это третья и последняя часть. В 1800-х годах в Италии также существовало известное философское движение, включавшее такие направления, течения, как идеализм, сенсуализм и эмпиризм. Главными итальянскими философами-сенсуалистами были Мельхиор Джоя и Джованни Доменико Романьози. Антонио Розмини Сербати был основателем итальянского идеализма. Важно указать, что итальянский идеализм, родившийся из интереса к немецкому движению, в частности к доктрине Гегеля, развивался в Италии, отталкиваясь от спиритуализма, традиции Рисорджимента XIX века и достиг кульминации в первой половине XX века. Наиболее полное представление о философских взглядах Розмини Сербати можно найти в его системе философии, в которой он изложил концепцию, размышляя о положении современной философии от Лока до Гегеля и обращая свой взор на древнюю фундаментальную проблему происхождения, истинности и достоверности наших идей. Он писал: если мы хотим вернуть философии любовь и уважение, я думаю, что будет необходимо частично вернуться к учениям древних для того, чтобы использовать эти учения в интересах современных методов. Он изучил и проанализировал факты человеческого познания и получил следующие результаты. Первый. Идея бытия или экзистенции вообще входит во все наши приобретенные познания и предполагается ими. Второй. Идея бытия или экзистенции по существу объективна. Третий. Бытие и истина. Взаимозаменяемые понятия, в основе этого лежит чистая интуиция. Четвертый. Применяя это, человек интеллектуально воспринимает, во-первых, тело, индивидуально связанное с ним, во-вторых, в случае ощущений, возникающих в нем, причины этих ощущений, следовательно, истинную вещь, которая воздействует на него, и он таким образом постигает внешний мир, это истинные примитивные суждения, содержащие существование конкретного существа субъекта и его сущность или вид. Пятый. Это размышление, отделяя сущность или вид от внешнего мира, получает полную конкретную идею, универсализацию, а затем из нее, оставляя в стороне некоторые ее элементы, абстрактную конкретную идею, абстракцию. Шестой. Что разум, достигнув этой стадии развития, может переходить ко вседальнейшим обобщениям, включая первые принципы рассуждения, принципы нескольких наук, сложные идеи, группы идей и так далее, без конца. Седьмой. Наконец, одна и та же самая универсальная идея бытия. Этот генератор и формальный элемент всех приобретенных познаний сама по себе не может быть приобретена, но должна быть врожденной в нас, заложенной Богом в нашу природу. Это Розмини Сербати провозгласил фундаментальным принципом всей философии и высшим критерием истины и достоверности. В XIX веке существовало также несколько других течений, которые приобрели определенную популярность в Италии, например, онтологизм. Главным итальянским представителем этого философского течения был Винченцо Джаберти, который был священником и метафизиком. Труды Джаберти более важны, чем его политическая карьера. В общей истории европейской философии они стоят особняком. Метод для него синтетически субъективный и психологический инструмент. Он реконструирует, как он сам заявляет, онтологию, начинает с идеальной формулы. Существо создает сущее из ничего. Бог – это единственное существо, все остальное – просто существование. Бог – это источник всего человеческого знания, которое едино и, так сказать, тождественно самому Богу. Это непосредственно воспринимается интуитивно разумом, но для того, чтобы быть полезным, о нем нужно размышлять. И это с помощью языка. Знание бытия и экзистенции, конкретных, а не абстрактных, и их взаимоотношений необходимо как начало философии. Джаберти в некотором смысле является платоником. Он отождествляет религию с цивилизацией и в своем трактате о морали и гражданском поведении итальянцев приходит к выводу, что церковь является осью, вокруг которой вращается благополучие человеческой жизни. В своих более поздних работах он, как полагают некоторые, менял свои позиции под влиянием событий. Его первая работа, написанная, когда ему было 37 лет, имела личную причину для своего существования. Джаберти приступил к работе над теорией современного естествознания, которая стала его первой публикацией. После этого в быстрой последовательности последовали философские трактаты. За теорией последовало трехтомное издание «Введение в изучение философии». В этой работе он излагает причины, по которым ему понадобился новый метод и новая терминология. Здесь он излагает доктрину о том, что религия является прямым
прямым выражением идеи в этой жизни и составляет единое целое с истинной цивилизацией в истории. Цивилизация – это обусловленная посредованная тенденция к совершенству, для которой религия является окончательным завершением. Если она осуществляется, это конец второго цикла, выраженного второй формулой – конец искупительных существований. Позже последовали эссе, не публиковавшиеся до 1846 года, на более легкие и популярные темы. Некоторые из философских течений и идеологий в Италии конца XIX и XX веков включали анархизм, коммунизм, социализм, футуризм, фашизм, идеализм и христианскую демократию. В Италии развивались как футуризм, так и фашизм. С 1920-х по 1940-е годы итальянский фашизм был официальной философией и идеологией итальянского правительства. Джованни Джентили был одним из величайших итальянских философов-идеалистов и в то же время фашистов XX века, который активно поддерживал Бенито Муссолини. Джентили оставался фашистом даже после перемирия с союзниками в 1943 году и последовал за Муссолини. В конце концов, он был убит в 1944 году партизанами итальянского сопротивления. В его мышлении и карьере произошло множество изменений, которые определили его философию. Открытие актуального идеализма в его работе «Теория чистого действия», политическая поддержка по вторжению в Ливию и вступлению Италии в Первую мировую войну, спор с Бенедетто Кроче об исторической неизбежности фашизма. Его роль в качестве министра образования, его вера в то, что фашизм можно подчинить идеям. Бенедетто Кроче, один из величайших итальянских философов-идеалистов XX века, написал, что на Джентили лежит честь быть самым строгим неогегельянцем за всю историю западной философии и позор, что он был официальным философом фашизма в Италии. Между тем, анархизм, коммунизм и социализм, хотя и зародились не в Италии, получили значительное распространение в Италии в начале XX века, когда в стране появилось множество значимых фигур анархистской, социалистической и коммунистической мысли. Итальянскому врачу и педагогу Марии Монтессори приписывают создание философии образования, которая в настоящее время практикуется во всем мире. Метод Монтессори – это система образования для детей, которая направлена на развитие естественных интересов и видов деятельности, а не на использование формальных методов обучения. Упор делается на практическое обучение и развитие практических навыков. В методе Монтессори подчеркивается независимость. В основе лежит философия, вытекающая из теории раскрытия. Она препятствует некоторым традиционным показателям успеваемости, таким как оценки и тесты. Монтессори разработал свои теории в начале XX века путем научных экспериментов со своими учениками. С тех пор этот метод используется во многих частях мира, как государственных, так и в частных школах.